Короче, если кто-то получил пару двоек, топите, это раз в 2 круга бывает. Давай я попробую угадать, там 47 будет сверху. Не. Так ты условия не прочитал нормально, да? Но пока люди отвечают на эти вопросы. Получается, ты тоже люди. Адмит. Привет, привет, слышно? Привет, да. Слышно. Твоя задача решать вот эти задачи. Я начинаю с вот этой, да. Вот из-за probability of drum. Вот, на 52, наверное. 1,52? Думаю, да. Одна карта из 52 в колоде. Так ты условия не прочитал нормально, да? Переведи условия. Ага, то есть какая вероятность, типа, вытянуть, что это, чирву или короля, да? Да. Ну, чирву или короля, ну, чирва это 9, сколько, 13 таких, и короля 3 остается, это 15. А чё 3 остается короля? Ну, потому что одного короля червового мы уже взяли, правильно? Остается 3, которые не червовые, да? Хорошо. То есть 13 и 3 Да. всего. Ну, 13 плюс 3, это будет 16 52. 16 52, ну, можно сократить по 4, и будет 4 13. 4 тринадцатых. Хорошо. Ты уже в 62%. Да, и такое условие читать нормально. Да. You draw 2 cards from shuffled poker deck without replacement. What is the probability that both cards are the same seed? Ага. Ну, если мы вытягиваем первую, то не имеет значения, какая она. Вот, вероятность 1. А вот вторая, чтобы выпала такой же масти, это будет 12 карт в колоде из 13, ну, допустим, пиковых, да, и всего в колоде остается 51 карта. Поэтому сколько это выходит? 12 51. 12 51 можно сократить по сколько это будет? По 3. Это будет 4 17. 4 17. Да. Короче, сразу ты сказал, первая неважно какая, вторая обязана быть одна, ну, той же масти, поэтому их остается 12 штук, 12 из 51, потому что в колоде на одну карту меньше осталось, сокращаешь на 3, Да, и 4 17 получается у тебя, правильно? да. 73%. Идем дальше. Так, draw 2 cards from shot. What is the probability that the cards are the same rank? Ага. Ну, первую вытягиваем, опять же, не имеет значения какая. Это вероятность 100% вытянули первую, вторую, когда тянем, остается 3 карты такого же ранга, скажем. Вот вытянули троечку, да, то следующая тройка, осталось 3 в колоде 51 карта. Это 3 51, ну если сократить по 3, это 1 17. Ага. А какой вывод отсюда? Ну, какой вывод ты делаешь? Вот если ты посчитал эту вероятность, ну скажи. Какой вывод? Ну, вот... Ну что, не так часто приходят карманные пары, как часто приходят карманные пары? Херасе! Что? Ничего. Ну, один раз из 17 раздать. То есть, получается, на столе в 9 человек за 2 круга примерно один раз... Попадет один раз пара. То есть, будучи чуть-чуть 2 раза... больше. Понятно, чуть-чуть больше. Короче, если кто-то получил пару двоек, топите, это раз в 2 круга бывает. Хорошо. Вот из-за probability of at least one ace. То есть нам нужно хотя бы один туз, да, вытянуть. Можно сразу посчитать, какая вероятность того, что тузы вообще не выпадут нам из двух. Крутяк, да. И это будет большая вероятность, и потом от единицы отнять эту вероятность. Таким образом узнаем, какая вероятность того, что выпадет туз. Давай посмотрим, чтобы не был туз на... Ну, вот первую карту мы тянем, чтобы не выпал туз, это будет 48 карт из 50... Ну, скажем, 48 из 52 нам нужно вытянуть, правильно? Ага. Если сократить, это 12 13. Вот, вероятность того, что первая карта не туз. Вторая карта, когда мы тянем, остается в колоде 51 карта. Сразу ты сказал 12... Или давай я напишу лучше полностью 48 52, это первый не туз. Да. Это не туз. Первая карта не туз. И потом умножаешь на второго не туза, это 47. 47 51. Ага.
И от единицы отнимаю это все, это будет то, что нам нужно. Тоже это не туз, только уже второй не туз, а это первый не туз. И один минус это получится. Это как раз то, И что тут мы ищем. можно, ты сказал, сократить, да, 48,52. Это получится 12 13, да. 13. И еще на 3, да, сократить дальше. Вот тут. Можно 12, да, 51 на 3 сократить, это Тут будет... 17. Да, 17, там 4. 4 на 47. Ой, 160 плюс 28, 188. 188. То есть это Да. будет 221, 221 минус 188, 221. Правильно? Да. Это единицу И я сколько превратил. получается? 33, 221, да? Да. Нужно сократить тут по сколько? Можно ли вообще? По-моему, нет. Потому что там только 3,11 сверху, Ну, а снизу на 3 не 11, делится. 11, Значит, 9. 33 221. Нету, есть такой ответ. И Да. в процентах это примерно получается 15%. Ну да, то есть получить туз... Раз в 6, туз раз в 7 раздач один раз где-то. в 6 примерно, да. 1,6, 1,7. Ну, Ну, 1 из 7, да. 1,7. Ну, пусть проверим. 63%. Но пока люди отвечают на эти вопросы. Получается, ты тоже люди. Нажимай дальше. Тягиваем 3 карты, без письмо, как вот из управления, То есть нужно сказать, какая вероятность того, что они 3 разных ранга, да? Ну, первую вытягиваем, не имеет значения, какая. То есть, Давай, стоп, я еще раз условие скажу. Вытягиваем 3 карты из растасованной колоды карт. 3 разных рангов. То есть, допустим, вот как здесь, 3, 10 3, король. 10 король. То есть масти главное, вообще чтобы все не было равно. там 3 король. Что такое? Хорошо. Тогда говори, как решать. Ну, тогда первую вытягиваем, не имеет значения какая. Вот, вытянули. Хорошо. Сразу единица это первую карту вытянули, любую, да? вытянули, Вторую ты не имеет говоришь значения какая, вторая, да. 40. Сколько? 48 51, ну потому что осталось 48 карт в колоде, которые не такого же ранга, как первая карта. Ага, Да, и дальше. 15 в колоде. Ну, потом в колоде осталось 50 карт, правильно? Это в знаменателе, да. И в числителе тогда будет уже... Нам нужно вытянуть не такую, как первая карта. Давай я попробую угадать, там 47 будет сверху. Не. Да. Ну, наш так 40... А, нет, знаешь, я попробую. Сейчас, если там 48 на 3 отстает, то сейчас будет на 6 отставать, да? То есть будет 44? Нет. Ну, сколько? Было 52 карты в колоде сразу же, и, считай, первого ранга 4 было, и второго ранга 4. Угу, то есть 8 То карт есть не 8 подходят. карт, которые нам не подходят. Поэтому будет, наверное, 44. Ну, хорошо. Ну, на 6 отстает, 44, так что... Но я как-то по-другому к этому пришел. Ладно. Так, ну надо сокращать. 48, 51 можно сократить по 3. По 3. Правильно? Ну, сколько тогда? Да. Тут внизу 17 будет, а 17. сверху Ну, там 16, наверное. 16. Согласен. А дальше? Так, и там можно по 2, наверное, сократить, да? То есть тут будет 25, 22, 25, да. а тут 8. Не, я вот так вот сделал. Ну, можно было 22 25. А дальше оно уже все, ничего не сокращается, да? Там будет 11 Да, и одни 16 двойки. на 25, сколько это будет? 16 на 25, 425 будет в знаменателе. Есть только один ответ, да, который 425 в знаменателе. Ну, Ага. А наверное, 8 сверху? на 44 будет 352, если по ответности. Понятно. Сейчас проверим. Ну, тут, получается, процент будет чуть-чуть ниже, мне кажется, обычного. А ладно. Думаю, Тудух. Не, 71. нет. Пока еще это не очень крепко. Не самые крепкие задачи тебе задают. Так, ваш друг вытянул девятку пиковую с колоды. Да, и поставил перед вами. Какая вероятность того? Ага. То есть 10 валет, дама, король или туз, да? Да. Давай посмотрим. Ну, десятки, вальты, дамы, короли, тузы. Сколько это будет рангов? 5, правильно? И если 5 рангов каждый по 4 карты, то это 20 карт из 51, которые Ну, остались. понятно. 20 51.
You draw two cards. Ты вытягиваешь две карты from shuffled poker deck, то есть из колоды карт, которая потасована, размешана. What is the probability, то есть какая вероятность that the cards are neither, то есть что карты не одного ранга и ни одной suit масти. Понял. Так. Хорошо. То есть не то, не то. Смотрим, если первую мы вытягиваем, то ну, вероятность 100%. Мы ее вытянем, да, не имеет значения какое. А вот вторая, Хорошо. будет, это нам нужно не такой же масти, а их осталось в колоде 12 штук такой же масти. И не такого же ранга. Значит, их осталось в колоде 3 таких же, да? Такого же ранга. То есть 12 плюс 3 – 15. Они там не пересекаются, поэтому 52. Это у нас осталось в колоде 51 карта минус вот эти. Которые нельзя, да, получается, 12 нельзя одной и масти. 3, да, 15 карт, да. 51 минус 15, это выходит 36, правильно? Да. И тогда, получается, вероятность будет 36, 51. 36, 51. По 3, то есть это будет 12, 17. Секу, о чем ты? Бах. 75. Ну вот первый квиз у тебя получился.